Армения – страна моей души. Люблю Армению за ее природу, за людей, за еду, за культуру, за национальный колорит, за музыку. Перечислять можно бесконечно. Не представляю себя без Армении. Брошу все и уеду в Ереван. Так мы и поступили в августе. Армения для меня – это проснуться в центре Еревана и заснуть в палатке в Татеве. Но давайте по порядку. Проснуться в центре Еревана. И отправиться гулять по городу. Сходить в любимый сувенирный магазин и купить себе национальный головной убор. Тут рай для шляпного маньяка. Отправиться на вернисаж. Тут можно купить разные сувениры, этнические украшения, ковры, старинные книги, музыкальные инструменты и много чего еще. Лично я люблю приходить сюда за колоритом. Ну и, конечно, никогда не ухожу с пустыми руками. Обычно я покупаю этнические украшения. Нужно обязательно поторговаться за серебряные изделия. Но на самом деле я совершенно не умею торговаться, и в этом моя беда. Нужно обязательно сделать селфи на фоне ковра. Спросите как? Так они развешаны по всему городу. Обязательно отпейте наичистейшей воды из пулпулака, фонтанчика с водой. Они расположены по всему городу. Помните сцену из Мимино «Чище вода только в Сан-Франциско»? Валикджан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает в мире. А первое в Ереване, да? Не, Сан-Франциско. Обязательно попробуйте армянский свежесваренный кофе. Скажу так, попробовать его стоит, но он на любителя. Не забывайте оттопыривать пальчик, когда пьете, тогда вы точно сойдете за своего. Ах да, нужно потом погадать на кофейной гуще, не увидеть ничего и просто оставить эту затею. А теперь самое время отправиться на каскад. На этой уникальной лестнице представлены невероятные предметы современного искусства. А этот серьезный мужчина – мой самый любимый экспонат. Обязательно поднимитесь на самый-самый верх, оттуда весь город как на ладони. Можно подняться по лестнице или по эскалатору внутри. Но не забывайте выходить на каждом уровне, там вас будут ждать разные скульптуры. И если вам повезет с погодой, то вы увидите гору Арарат. Нам не повезло, поэтому можете просто посмотреть на меня на фоне города. Мой самый любимый ресторан в Ереване неизменно Долмама. Люблю этот ресторан за авторскую армянскую кухню и за шикарный интерьер в этническом стиле. А также у них есть прекрасная веранда, где можно своровать дикий виноград. Тут была моя вторая попытка понять армянский кофе. Но нет, совсем не мое. Не представляю Армению без дачи и нашего сада, где растут свежие фрукты и овощи. Нужно обязательно сорвать самые спелые плоды, сделать из них салат. Самый-самый вкусный салат. Поверьте, нет ничего вкуснее спелых помидоров. И никакая заправка не нужна. А после нужно разделить его с близкими. Или нет. Как же не поиграть в нарды? Ну, или сделать вид на камеру, что играешь в нарды. Не моя игра, но армяне ее очень любят. Армения – это страна гор, полей, речек, озер. Поэтому мы взяли машину и отправились в путешествие. Уже по традиции, по дороге мы заехали в любимую пекарню за самым вкусным хлебом – матнакаш, хрустящий снаружи, мягкий внутри, обжигающий сердце. Такой он, матнакаш. Что нужно обязательно сделать в путешествии? Встретить коров, лошадей,
баранов, собак, гусей. В Армении очень много животных. Gulnara. Провести ночь в палатке. Это было потрясающе. Я увидела падающую звезду и, конечно же, забыла загадать желание. Вот с таким нереальным видом на монастырь мы проснулись. А вот, кстати, тот парень, который сдал нам палатку на прокат. Очень приятный молодой человек. Для того, чтобы проникнуться местной культурой, нужно обязательно посетить разные достопримечательности. Это монастырский комплекс Нураванг. Наверное, со стороны кажется, что это очень легко подняться и спуститься с такой высоты, но на самом деле это очень-очень страшно, и каждый раз я мысленно награждаю себя медалью за смелость. Это Зорас Карер, своего рода армянский Стоунхендж. Мы там встретили невероятно золотистый закат. Это Гарни, языческий храм 1 века нашей эры. И мой самый любимый монастырь с самым красивым видом – это Татев. Но больше всего я люблю именно крылья Татева. Это самая длинная в мире пассажирская канатная дорога. Вот эту фотографию, которую опубликовали во многих пабликах про Армению, я сделала именно с этой канатной дороги. А теперь отправимся на озеро Севан. Оно такое большое, будто море, и только пресная вода убеждает тебя в том, что все-таки это озеро. Я снова почувствовала вкус детства, подсолнухи, обожаю вкус, процесс, и даже черные пальцы, зубы, губы не могут меня заставить остановиться. Это просто невозможно. По дороге можно купить суджук. Это своего рода армянский сникерс. Его делают из грецких орехов и виноградного сока. Это очень вкусно и сладко. В этот приезд сбылось мое давнее желание. Я испекла свой первый лаваш. Точнее, попробовала испечь. Лаваш – это армянский хлеб. Он, кстати, веганский. В составе только мука и вода, ну и немного соли. Лаваш было безумно сложно испечь. Посмотрите, как она непринужденно это делает, будто нет ничего сложного в этом. Это безумно сложно и страшно. Во-первых, был август. Мало того, что было и так уже градусов 40, так из печки пекло так, что становилось дурно. Вот такой был у меня первый опыт. Ладно, не буду пробовать. А то испорчу весь хлеб. Вот такой красавец лаваш у них вышел. Я люблю именно хрустящий, только из печи. Мягкий, который продается в магазинах, это лаваш с моченой водой. Тут важен звук. Вот так должен выглядеть настоящий лаваш. А вот так приготовила его я. Из Армении невозможно уехать без пары-тройки лишних килограммов. Расскажу вам про свои самые любимые блюда. Овощной шашлык. Обычно его делают из помидора, перца и баклажана. Его либо подают так, либо нарезают, добавляют лук и сливочное масло, и получается салат. Но я больше люблю их есть просто так. Овощной шашлык готовят на огне, на шампурах, и потом снимают черную обгоревшую шкурку. Раньше я постоянно обжигалась, но в этот раз вроде приноровилась. Обожаю, это безумно вкусно. Раки, перед которыми невозможно устоять. Джингалов хац, мое открытие.
Это лепешка с большим количеством зелени разных сортов. Армения – это про ветер, про воздух, наполненный смыслом и любовью, про осознание принадлежности к определенной культуре. Всегда хотела примерить армянский национальный костюм Тарас. В этот раз я наконец смогла это сделать. Было ужасно жарко, но я чувствовала себя очень органично. А еще я спела в церкви одну из любимых песен на армянском языке. В церкви, кстати, никого не было. Обожаю это эхо. Армения. Каждый раз удивляет и заставляет вернуться. Этот колорит, эта природа. Мне не терпится показать эту замечательную страну сыну. Я очень скучаю по тебе, моя Армения. Спасибо тебе. Я еще вернусь